Привет, Сливки Шоу. Ну, я посмотрел твое видео и хотел, этот конкурс сыграть, 100 тысяч. Привет! Как вы уже знаете, мы запустили конкурс на самого большого снеговика. И уже в первый день началась настоящая снеговая лихорадка. Тысячи людей набрались оптимизма и вышли на улицу, чтобы побороться за 100 тысяч рублей. Кто-то лепил снеговика в одиночку, а кто-то собирал целые команды. Работа шла полным ходом. Люди стремились сделать первый шар максимально большим. Им было сложно, они падали от изнурения, но не сдавались. В этом кураже разражались междоусобицы, и люди начинали драться за снег. Даже когда погода не оставляла шансов и их переполняло чувство безысходности, чего, блядь, может слепить? Чего? Не лепится, бро! Они находили выход из ситуации и изобретали поистине революционные способы постройки. Мы решили не катать снеговика, а сделать гору. Короче, взломали систему. Нас покажут на Сливки Шоу. Сливки Шоу. Важным этапом постройки снеговика было поднятие второй части на первую. Ведь скатанный второй шар мог весить около 200 килограмм, и каждая команда решала это по-своему. Но потом некоторые участники догадались лепить снеговика из мелких кусков. Это в некоторой степени упрощало задачу. Мы работали 2 часа, где-то 2:30, где-то так вот. С каждым днем люди присылали все больше высоких снеговиков. И казалось бы, целых 4 метра высоты. Вот он, победитель. Но примерно через 2 недели появились они, очень большие снеговики. Смотрите, какой нам папа слепил большой снеговик. Самые смышленные нашли выход из ситуации, когда снег не лепится из-за сильных морозов, и начинали строить снеговиков из снежных блоков, используя их как кирпичи. Или делали опалубку, засыпали снег внутрь и после ее снятия придавали снеговикам нужных форм. Работы приходили из разных стран, и активное участие проявляли ребята с Германии. Хоть у них не повсюду было много снега, но они также прислали немало работ, в том числе с вот таким здоровяком. Спустя некоторое время в сети появилось видео парня по имени Гаяс, который в одиночку построил почти 10-метрового снеговика, и его видео об этом снеговике собрали около 1 миллиона просмотров. Но, как и многие другие участники, он упустил одно из правил, в котором говорилось, что снеговик должен состоять из 3 шаров. А чтобы 3 части снеговика можно было назвать шарами, очевидно, что они должны иметь шарообразную форму. Но парень не сдавался. Вернулся в деревню к снеговику и провел там еще несколько дней, чтобы полностью переработать снеговика, и сделал все как положено. Мы уже думали, что вот он победитель, но последние дни пришло видео от вот этих ребят из города Лихославль. Они решили применить передвижную опалубку круглой формы. Внутрь нее ребята насыпали снег, трамбовали, после чего поднимали ее выше. Дальше при помощи картофельной пушки они закинули веревку на ветку высокого дерева. Ведь снеговик становился все выше, и надо было подумать о безопасности и доставке снега на высоту. Было использовано, вероятно, альпинистское снаряжение. Какие же молодцы! Внутрь будущего снеговика была помещена огромная палка, вероятно, для жесткости, чтобы его никуда не перекосило.
Ребята очень хорошо оптимизировали рабочий процесс в плане затрат человеческой энергии. Они не носили снег в руках, а тащили по поверхности на вот такой широкой лопате. Для утрамбовки снега сделали специальную палку-трамбовалку. И самое главное, поднимали снег при помощи веревки. Ведь если взбираться с порцией снега на снеговика по лестнице, то помимо затрат сил на поднятие этого куска, вы будете тратить еще больше энергии на поднятие туда же и своего тела, а потом еще и на спуск. Все очень продуманно и эффективно. Кажется, что все это снято в один день, но на самом деле уже наверняка прошла целая неделя, а то и больше. В один момент высоты длинной лестницы стало не хватать, и на вершину можно было попасть только при помощи веревки. Она же страховала человека от падения с такой большой высоты. Вы только посмотрите, какой огромный столб! Даже не верится, что все это сделано при помощи обычного снега и человеческой силы. Начиная конкурс, мы думали, что победит снеговик с высотой максимум метров 5-6. Удачным решением было трамбовать снег в таз и получать готовые слепки. Ребята говорят, что последние дни работали с утра и до вечера. Посмотрите, каким маленьким все выглядит с высоты снеговика. Потом ребята сделали снеговику лицо. Не забыли и про настоящую морковь. И вот спустя целых 20 дней от начала работы они идут делать замеры, взяв палку длиной 3 метра. Так как метровой палки будет явно маловато. Все суетятся, видно, что волнуются. И вы только посмотрите на этого гиганта. Какая маленькая девушка по сравнению с ним. Также ребята сделали замеры при помощи мерной ленты и лазерного дальномера. Как и наши замеры, все они показали высоту снеговика в целых 11 метров и 60 сантиметров. Это просто невероятно, просто нереально. Он высотой с 4-этажный дом. Мне кажется, они установили рекорд не только России, но и мировой рекорд по самому высокому снеговику, слепленному исключительно при помощи физической силы человека. Какая же огромная работа была проделана! Ребята действовали умно и слаженно, следовали правилам, сняли красивое видео и, конечно же, победили в нашем конкурсе. Так как большего снеговика, чем сделали они, среди почти 3000 присланных работ мы не смогли найти. Я уже не говорю о том, что снеговик у них получился очень красивый и с соблюдением правильных форм, что, честно говоря, было редкостью. С радостью поздравляем Горбачева Никиту, Евстигнееву Ульяну, Данилова Сергея и Шемякина Павла с прекрасной победой. Вы это заслужили. Наверняка это видео увидят представители СМИ, которым мы советуем быстро лететь в Лихославль к ребятам и просить их показать вам снеговика. Такого сюжета у вас еще не было. Скажу вам честно, просматривая работы, мы радовались каждому снеговику. Нам хотелось каждому из вас что-то подарить, так как все вы старались. Мы рады, что конкурс удался, и тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять в нем участие. Хоть многие понимали, что они вряд ли победят, но им было приятно стать частью этого действия. Прошу не расстраиваться других участников, которые надеялись на победу. Вы также большие молодцы. Уверен, что эти дни, проведенные с друзьями и вашего огромного снеговика, вы будете помнить всю жизнь. Ведь наверняка для многих это было самое лучшее их приключение за целую зиму. Мы сделаем конкурс 100К за снеговика нашей зимней традицией и, соответственно, проведем его и в следующем году. Так что все только начинается.
Не піднімай! Відійди, щоб було на снігу видно палку! Зачекай, стій! Та куди? Там спокойно идем. Если нет в Сочи снега, он есть. В сочинской морозилке. В сочинской морозилке. Всем привет! Эдик, расскажи, чем мы будем заниматься. Мы лепим снеговика за 100 000 рублей. Конечно, это не самый большой снеговик, но еще, пожалуйста, покажите это хотя бы на секунду. Мы очень старались.